Всем привет, меня зовут Алина Федорова, добро пожаловать на мой канал. Если вы впервые смотрите мои видео, не забудьте подписаться. Также ссылку на свой инстаграм я оставлю внизу под видео. Я, ребят, просто обожаю лето, это моя самая любимая пора, потому что я и родилась 1 июня, и вообще лето у меня ассоциируется с отдыхом, с загаром, курортами, морями, просто прекрасное время. Я надеюсь, что вы уже определились с тем, куда вы поедете отдыхать в этом году, и наверняка у каждой девушки стал вопрос о том, какой же купальник ей выбрать, какую расцветку взять, где его приобрести, фасон. Так как я живу в Лос-Анджелесе, здесь купальники актуальны круглый год, плюс я сотрудничаю с разными брендами, я снимаюсь для каталогов купальников, у меня их накопилось очень много разных, и я решила сделать сегодня обзор на свои купальники, на свои последние модели, самые любимые модели. Я думаю, что это вам как-то поможет, возможно, это вас вдохновит, поможет при выборе вашего купальника. Также, конечно же, я оставлю все ссылки на купальники тоже внизу под видео, и вы сможете ознакомиться. Прежде чем я начну вам показывать свои купальники, давайте поговорим о том, на что же нужно обращать в первую очередь при выборе купальника, и поговорим о том, для каких типов фигур какие фасоны купальников будут подходить лучше всего. Как вы знаете, женские фигуры бывают разных типов, и мы с вами обсудим каждый из них. Когда мы выбираем купальник, конечно же, в первую очередь мы смотрим на то, как он визуально выглядит, плюс на то, сколько он стоит. Я бы вам не советовала покупать очень дешевые купальники, потому что это говорит о том, что ткань будет наверняка там не очень хорошей, не очень качественной, потому что закупка качественной ткани, она не может быть дешевой, и, соответственно, цена на купальник будет тоже повыше. Я сейчас не говорю о том, что нужно покупать купальники по сумасшедшей цене. Понятное дело, это должно быть в пределах разумного, но все равно, если вы видите, что это слишком дешево, я бы вам не советовала брать, потому что это такая глупая экономия, на мой взгляд. Купальник очень быстро деформируется, либо полиняет, либо растянется, не будет очень хорошо сидеть. Я все-таки всегда за качество. Сейчас очень много разных расцветок, фасонов, очень много купальников. Мне нравятся разные модели, но я все-таки люблю классику. В моих фаворитах это будут одноцветные бикини, либо черные, белые, либо бежевые, простого фасона, просто которые максимально выигрышно подчеркивают фигуру. В общем, мне кажется, что у каждой девушки должен быть один либо два таких базовых купальника. Если вы, например, хотите заказать купальник через интернет без примерки, тут важно отпустить эмоции, потому что часто, когда мы видим красивые картинки, сейчас их очень много, разных красивых лукбуков, ярких фотографий, эти все модели в этих бикини выглядят шикарно, плюс фотошоп, и, конечно же, нам так и хочется купить это, маркетинг работает, но тут нужно остудить свой пыл и рационально подумать о том, что нужно конкретно вам. Может быть, какой-то купальник с разными там завязочками, какими-то странными вырезами, какая-то сетка, и нам это на фотографии может показаться крутым, мы можем сказать: вау, это просто идеальная бикини. На самом деле потом мы будем себя в этом некомфортно чувствовать, либо это не подойдет к фигуре, либо в этом будет неудобно загорать и вообще ходить. Нужно думать рационально то, что вам нужно. Например, если вы понимаете, что вы любите там загорать, естественно, было бы глупо покупать купальники, где там очень много всего. Очевидно же, что загорать без следов, полосочек у вас не получится. Либо, если вы там любите много плавать, очевидно, что вам не нужно покупать крошечное бикини, потому что вам будет в этом некомфортно. Либо, если вы видите модель там в стрингах, например, в очень маленьком купальнике, и вам кажется, что это так круто, так красиво на ней выглядит, но, возможно, вы будете в этом себя чувствовать некомфортно и неуверенно, и, возможно, вам такое не нужно покупать. Купальник должен подчеркивать достоинства и скрывать недостатки, как, в принципе, любая одежда, но его нужно выбирать еще более тщательно, потому что тут сказать все будет на поверхности. И насколько купальник может быть откровенным? Мне кажется, настолько, насколько девушка может себе это позволить, насколько она будет себя чувствовать в этом уверенно. Потому что если девушка стесняется, чувствует себя неуверенно, у нее дискомфорт в этой одежде, тем более купальники, это будут чувствовать другие люди, все будут понимать, что что-то не так, это чувствуется очень. И наоборот, если девушка будет себя чувствовать королевой на пляже, то, конечно же, она, в принципе, и восприниматься так будет. Поэтому все зависит от вашего ощущения. И, конечно же, не забываем о том, что нужно себя тоже объективно оценивать, насколько ваше тело в хорошей форме, насколько можно оголиться. Теперь давайте поговорим о том, какие бывают типы женских фигур и какие купальники будут им подходить больше всего. Первый тип фигуры — это песочные часы. Песочные часы — это, в принципе, такой тип, к которому подходят, наверное, практически все купальники, поэтому мы его пропустим, потому что это слишком легко. В принципе, можно покупать все, что угодно. Следующий тип фигуры — это груша. А это, наверное, самый распространенный женский тип фигуры. Это когда низ
низ относительно верха достаточно тяжелый. Это когда не узкие плечи, небольшая грудь и наоборот ярко выраженная попа, бедра, там ноги. Понятное дело, это могут быть разные телосложения. Груди может не быть, может быть, но это всегда, когда наш низ тяжелее. Тип фигуры груша очень у многих знаменитостей, особенно латиноамериканских, темненьких, таких как Шакира, Риhanna, Бейонсе, то есть очень много красивых сексуальных женщин. Для такого типа фигуры нужно покупать купальники, которые бы делали акцент наверх и не делали, наоборот, никакого акцента на низ. Лучше покупать какие-то простые плавки черного, темного цвета и наоборот, например, покупать лифы, которые привлекают к себе внимание. Это либо светлые, либо каких-то ярких расцветок с принтами, возможно, с какими-то украшениями. И логично, что если бедра, попа и так присутствуют, то есть они ярко выражены, им не нужно создавать дополнительного объема за счет бантиков по бокам, каких-то рюш, либо плавок шортиками. Мне кажется, что это все лишнее, и нужно, наоборот, как-то минимализировать низ и, наоборот, сосредоточиться вверху, чтобы привлечь туда внимание, либо сделать акцент для того, чтобы уравновесить низ и верх. Следующий тип фигуры — это прямоугольник. Это когда ширина плеч и бедер примерно одинаковые, но талия при этом не ярко выраженная. Подобная фигура у Киры Найтли, у Адрианы Лимы. Для такого типа фигуры нужно покупать купальники, которые бы как-то подчеркивали талию. Это могут быть, например, раздельные купальники с вырезами на талии, асимметричные крои, купальники раздельные с разными принтами, чтобы был акцент, в принципе, и наверх, и на низ. Таким образом, чтобы подчеркивалась плавность линии тела, скажем, изгибы как-то женские подчеркивались. Тип фигуры перевернутый треугольник, либо его еще называют морковка. Это когда довольно массивные плечи, и относительно них низ кажется, наоборот, небольшим. Такой тип фигуры Анджелины Джоли, Деми Мур. Тут главная задача состоит в том, чтобы утяжелить низ, наоборот. Для этого нужно покупать плавки каких-то светлых цветов с принтами. Это могут быть, опять-таки, по бокам завязочки, рюши. Все, что может привлечь внимание к низу и, наоборот, сделать его как бы более массивным. И, наоборот, верх стоит брать более спокойный, можно каких-то темных цветов покупать, можно покупать, например, с одной бретелей, тоже будет хорошо, либо с V-образным вырезом. Также асимметричные купальники. Тут нужно, наоборот, сделать так, чтобы наши плечи не казались такими большими. И последний тип фигуры — это яблоко. Это девушки с пышными формами, когда присутствует животик. Часто у таких девушек есть большая грудь. Подобные фигуры у Мэрайа Кэрри, у Опра Уинфри, Адель. Я бы советовала брать купальники, которые, во-первых, из плотной такой ткани, утягивающие, для того, чтобы утягивать все лишнее. Если это раздельный купальник, можно брать плавки с завышенной талией, опять-таки для того, чтобы там скрыть животик, бока. Но нужно следить за тем, чтобы купальник не очень врезался в кожу, потому что если там будет все лишнее вываливаться с других мест, ну вы понимаете, да, такой эффект сосиски иногда получается, тоже некрасиво, за этим нужно следить. Вверх нужно брать на каких-то широких бретелях, чтобы там грудь поддерживалась. Если у девушки пышная грудь, то можно, наоборот, подчеркнуть это красивым декольте, сделать на этом акцент. Можно покупать сдельные купальники, они сейчас в моде. Их носят как и худенькие девушки, так и полненькие девушки. Также можно брать купальники, если там есть, например, какая-то полоса, сделана, например, под грудь разделяющая, либо на талии. Таким образом можно подчеркивать наличие талии. Либо можно покупать модели танкини, это когда верх идет в виде маечки и плавки отдельно. Тоже хорошая альтернатива для того, чтобы скрывать наличие живота либо боков. Также я бы не советовала девушкам с такой фигурой брать купальники, где очень много каких-то наляпистых принтов, деталей, бантики, завязочки, то, что наоборот может как-то придать больше еще объема. Этого нужно избегать. Лучше покупать минималистичные модели, более темные купальники, которые, естественно, будут наоборот стройнить, либо с ненавязчивыми стильными принтами. Также фигуры бывают смешанных типов, довольно-таки часто. Это не всегда только конкретно груша, либо там перевернутый треугольник. У вас, например, может быть фигура, которая относится к нескольким типам разным. Это тоже как бы в порядке вещей. В принципе, все очень просто. Главное соблюдать пропорции правильные. Мы все стремимся к фигуре песочные часы, наверное. Выраженная талия, наличие груди и попы — это такой существующий стандарт. Я не знаю, кто его придумал, но так повелось, и, в принципе, наверное, все девушки к этому стремятся.
меняться, поэтому при выборе купальника нужно руководствоваться тем, где нужно визуально создать объем, где нужно наоборот уменьшить этот объем, но в принципе все просто. Также девушки, вне зависимости от того, какой у вас тип фигуры, расстраиваться не нужно, потому что я считаю, что это абсолютно естественно, что мы все разные, у нас у всех разное телосложение, это нормально. Если правильно подбирать одежду, правильно подбирать купальники, вы будете выглядеть просто на $1 000 000, и если вы посмотрите разных знаменитостей, разных всемирно признанных красавиц, это девушки абсолютно с разными типами фигур, и они все красивые, они все признаны. Это говорит о том, что это никак не влияет на нашу красоту женскую, поэтому ни в коем случае не заморачивайтесь по этому поводу. Прежде чем я начну вам показывать свои купальники, хотелось обсудить с вами тоже один вопрос. Мне очень часто в инстаграме пишут в комментариях: Элина, зачем ты так натягиваешь плавки? Зачем их так высоко подтягивать? Я когда позирую, я часто держу эти плавки, либо делаю вид, что я их как будто подтягиваю, но их не подтягиваю, они и так высокие. У меня очень много купальников, которые с высокой посадкой. Подобные фасоны купальников, такие высокие плавки, это сейчас очень модно. Мода возвращается с 80-х, и это, кстати, уже давно модно, по крайней мере здесь, в Штатах, то, что я наблюдала, и очень мне странно читать такие комментарии, потому что мне кажется, что с развитием интернета, социальных сетей все границы стерты, в принципе, люди даже с каких-то глубинок, даже сел, они могут видеть, что сейчас тренд, видеть разных фэшн-блогеров, кто во что одет, и мне кажется, что это не должно быть в новинку и кого-то удивлять, но, как оказывается, может. Конечно же, это дело вкуса, кому-то это может не нравиться, но я никому ничего не навязываю, это дело каждого. Ну а теперь давайте наконец-то перейдем к обзору моих купальников. Обязательно потом мне напишите в комментариях, какой вам купальник понравился больше всего, мне интересно, какой станет вашим фаворитом. Приятного просмотра!